Буквально всего 50 лет назад никто и не слышал об этом. Люди жили и не подозревали, что больны. Только единицы думали о своем психологическом здоровье. Но все начало меняться, когда в 1974 году Генрих Фрейденбергер ввел термин «барнаут», то есть выгорание. Сегодня я расскажу тебе про выгорание, как оно появилось, как узнать, есть ли оно у тебя, как с ним бороться и во что вообще переросло выгорание в наше время. А пока мы не начали, не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал. И обязательно включи уведомления о новых видео. Это очень важно для меня и для развития моего канала. А началось все с того, что в 70-х годах 20 века человек со сложной фамилией Генрих Фрейденбергер начал наблюдать за сотрудниками больницы. Можно назвать их первыми подопытными в сфере борьбы с выгоранием. Он заметил, что новые сотрудники спустя некоторое время начали проявлять себя одинаково. Они теряли интерес к работе, у них уменьшалась работоспособность, у них появлялась апатия, а также нарушение сна. После наблюдения за коллегами Фрейденбергер опубликовал статью, в которой впервые был использован термин «выгорание». А уже в 1974 году выходит книга «Burnout: The High Cost of High Achievements», то есть «Выгорание. Высокая цена высоких достижений». Именно в ней Фрейденбергер впервые использовал термин «выгорание» для характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном контакте с пациентами в эмоционально напряженной атмосфере. Занятный факт, что Фрейденбергер ввел новый термин, возможно, основываясь на новелле 1960 года «A Burnout Case», опубликована на русском языке под странным названием «Ценой потери». Ее написал английский писатель Грэм Грин, который описал главного героя, который страдает от выгорания. «Я ничего не чувствую по отношению к другим людям», записал в своем дневнике главный герой книги Куэри. «Я уже не могу делать что-нибудь для них из сострадания». Доктор Коллин поставил Куэри диагноз «разрушение души» (burnout). То есть дословный перевод – это сильно поврежденный огнем. По аналогии с разрушением плоти, разрушением, разложением, отпаданием конечностей при проказе. Также аналогия состоит в том, что люди, как и здания, иногда выгорают изнутри. Под напряжением жизни внутренние ресурсы как бы истощаются, как будто бы выжигаются огнем, оставляя огромную пустоту внутри. Хотя внешняя оболочка может оставаться более-менее неизменной. То есть с точки зрения Фрейденберга выгорание – это демон, порожденный обществом и временем, в котором мы живем, и нашей постоянной борьбой за придание смысла этой жизни. Так что в последующем, в течение последнего десятка лет проводились различные исследования, связанные с различными факторами на работе и в нашей жизни, которые могут привести к выгоранию. В 1993 году проводят исследования зависимости профессионального выгорания и ощущения справедливости. Чем выше человек чувствует несправедливость по отношению к нему, тем быстрее наступает выгорание. Ну и, наконец, в 1999 году проводят исследования зависимости профессионального выгорания и оплаты труда. Чем выше оплата труда, тем медленнее наступает профессиональное выгорание. Но оно наступает, если не работать с другими причинами выгорания. И вот такие вот симптомы выгорания выделили в наше время. Это в первую очередь физические. Тут по классике: бессонница, головные боли, снижение или увеличение веса, общая слабость, расстройство ЖКТ, одышка, нарушение дыхания, обострение хронических заболеваний и другие проявления на всем уровне тела. А вот эмоциональный спектр куда более интересен. Сужение палитры чувств и эмоций, чувство постоянно непроходящей усталости, как будто вся Россия живет в этом, снижение восприимчивости к любопытству, к внешнему миру, снижение сенсорной чувствительности, чувство постоянной тревоги, снижение уверенности в себе, что многим нам знакомо, ощущение бессилия, опустошения, черствость, бессердечность, цинизм к другим, также занижение собственных достоинств и еще много чего, таких как частота конфликтов и конфликтных ситуаций и так далее. Ну, есть еще ментальные. Это, например, ты чувствуешь, что ты тупеешь, то есть ощущение снижения когнитивных способностей.
снижение качества памяти и снижение объема памяти. Мы подвергнем вас тестам. Это детектор лжи. Я задам вам простые вопросы, а вы отвечайте на них честно. Вы меня поняли? Да. Эти ментальные ощущения появляются у нас даже чаще, чем физические. Если многие факторы у тебя совпадают, и ты хочешь узнать, есть ли у тебя выгорание, то переходи по ссылкам в описании. Там я тебе оставил парочку проверенных тестов. Итак, в мае 2019 года эмоциональное выгорание было включено в международную классификацию болезней под шифром МКБ-11 в качестве профессионального феномена. В ней выгорание определяется как синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось справиться. Жиза, да? В странах Европы выгоревшие сотрудники могут оформить больничный отпуск, спокойно восстановиться и позже приступить к работе, без потери какой-то большой части ЗП. В нашей стране еще такого, к сожалению, нету. Но, возможно, со временем работодатели осознают серьезность этой проблемы и будут больше думать о своих сотрудниках. Или нет. В наше время важность ментального здоровья начала обретать бешеный оборот. Все резко стали неженками с кучей детских травм, с синдромами самозванца, с выгоревшими во всех смыслах людьми. С одной стороны, это хорошо, ведь люди задумались о том, что есть проблемы не только во внешнем мире, а также во внутреннем. Но с другой стороны, появилась куча коучей, инстапсихологов и прочих инфо-цыган, которые возомнили себя хорошими специалистами. 10 из 100 специалистов действительно компетентны в данной сфере, но все остальные прошли один курс и считают себя гуру психологии. В любое время находились люди, которые, к сожалению, наживаются на чужом горе. Оказалось очень легко внушить человеку, что у него есть какая-то проблема, и сразу же можно продать ему лекарство, особенно в наше время. А вот тебе несколько неплохих способов выйти из этого состояния, так сказать, способы выйти из выгорания по-провальному. Во-первых, это утренние страницы. Это когда выписывается все, что находится в твоей голове, на бумагу по утрам. Это помогает вынести весь мусор из твоей головы и забыть о нем на весь день. Сначала кажется, что писать нечего, да и это вообще занятие глупое, но стоит только попробовать, и занятие может затянуть. Не знаешь, что писать, пиши все, что в голове угодно. Как тебя бесит на работу идти, как тебя бесит вставать рано и так далее. Через пару дней ты увидишь, что реально в голове меньше мусора и как бы втягиваешься. Вообще, писать главное до того, как взял телефон в руки, и вариантов, как это делать, как это писать, в интернете предостаточно. Честно признаюсь, я этим способом не пользуюсь, а пользуюсь его немного более деловой версией. Это планирование своих дел, когда ты утром встаешь и записываешь минимум 5 дел в ежедневник на день. А вечером зачеркиваешь все и минимум 5 дел еще пишешь на будущее. Не на следующий день, а на будущее. Когда так делаешь, как бы в голове ничего не держишь, а вот у тебя есть ежедневник и строго идешь ему. Новые хобби и увлечения. Новые занятия всегда подогревают у нас детский интерес. Давно хотел записаться на мастер-класс по гончарке. Вперед! Пешие прогулки на природе. Вообще свежий воздух, теплый чай, парк помогают расслабить тело и голову. Или просто ходьба с работы домой пешком. Постарайся понаблюдать за окружением, за птицами, за белками, за людьми, за машинами, чем угодно. Кстати, необычный факт, что Стив Джобс говорил, что множество своих задач всегда прорабатывал на долгих прогулках, а гулял он каждый день по 5-10 километров. Активный спорт и йога, активные физические упражнения не только помогут поддержать тело в хорошей физической форме, а также почувствовать себя обновленным. А йога, я считаю, это для тех, кому спорта мало, его не хватает, или кто хочет более детально относиться к себе и своему состоянию. Более такой ментальный подход к спорту. Уход за собой. В зависимости от пола тут могут быть индивидуальные вещи, то есть от масок, массажей до полноценных спа-процедур, бань и саун. Естественно, без алкоголя. Творчество. Творчество во все времена лечило людям души. Можешь научиться чему-то новому и интересному, а если не хочешь сам что-то создавать, то можешь просто посмотреть. Сходи в театр, сходи в музей или послушай хорошую музыку, посмотри на уличных музыкантов. Это всегда помогает. Изменение внешности. Эксперименты с внешностью всегда привносят в жизнь что-то новое. Не обращай внимания на окружающих. Давно мечтала проколоть ухо? Сделай.
Татуировка? Да, пожалуйста, но всему своя мера. Медитация и самоанализ. На самом деле это очень сложная тема, и мне бы хотелось посвятить ей отдельное видео и рассказать тебе о том, как правильно медитировать и что такое самоанализ, и почему иногда вместе это все не совмещается. Поэтому не забудь подписаться. Поговори с человеком, который поможет тебе разрулить эту ситуацию. Или с психологом, или с тем, кто тебя вдохновляет. Тут множество вариантов, но этот пункт нужно было сюда включить. Ну и, конечно же, бонусом всегда помогает правильное питание и 8-часовой здоровый сон. Здоровый сон, не просто 8-часовой. Это очень важно. На самом деле, во всех случаях прогорания это был важный аспект, когда мне реально становилось лучше. Надеюсь, каждый из вас найдет решение своей проблемы, и это видео хотя бы чуть-чуть помогло тебе решить эту проблему. Гори, но не гасни. До встречи!